Всем большой привет, меня зовут Яна, и сегодня я хочу рассказать вам про итоги 2021 года. Что я там навышивала, вот хочу показать. Год у меня получился достаточно такой насыщенный в плане вышивки, потому что весь год я сидела на удаленке, и, соответственно, возможностей повышивать у меня было много, чем, собственно, я и занималась. Я так или иначе прикоснулась за год к 52 процессам. Ну, естественно, все показывать я не буду, и мы посмотрим только финиши. Ну вот, собственно, все мои работы. Пока я тут раскладывала, прибежала моя ненаглядная кошечка и посидела, полежала на всем, поэтому вот так. Значит, перед вами не все мои финиши, у меня их было 26, часть я подарила. Мы посмотрим фотографии и видео по этим работам. И здесь всего одна работа не законченная, о которой я все равно хочу сказать, потому что это был такой своеобразный проект года, который хоть и не удался, но все-таки занимал много времени в ушедшем 2021 году. Ну и как вы можете примерно уже понимать, что у меня было немного оформленных работ, точнее их практически не было. И у меня, наверное, нет никаких таких наборов, ну, один был. Поэтому, в общем-то, преимущественно мы с вами поговорим о авторских схемах. Ну и давайте посмотрим о каждой работе, поговорим детально. Кстати, ничего не сказала про последовательность. В какой последовательности я буду показывать свои работы. Я не буду показывать в хронологической последовательности, потому что иначе мне неминуемо захочется рассказать, что осенью в мае, а вам от этого будет очень неуютно и некомфортно. Поэтому в хронологическом порядке мы не будем смотреть работы. Мы, наверное, посмотрим их в том плане, что начнем с тех, которые по той или иной причине что-то там не удалось, что-то меня не удовлетворило, скажем так. Ну и дальше будут работы, которые, наоборот, мне больше всего понравились, больше всего радости принесли, и все с ними сложилось замечательно, то есть с моими самыми любимыми работами. Закончим, естественно, самой-самой любимой. Ну и, как я сказала, начну я с работы, которую я не закончила. Это был проект года, хотя начала я его в 2020 году. Это не мережка, как может показаться сначала. Да, у мережки появился вот такой дизайн. И в связи с этим Ксения Вознесенская свой дизайн сняла с продаж. А у меня, соответственно, дизайн Ксении Вознесенской, который на данный момент купить, к сожалению, нельзя. Я, кстати, смотрела, сравнивала, мережки у меня вживую нет, я не могла бы посмотреть, но вот по фотографиям я смотрела, и мне мережка нравится больше, хотя вот кто-то из девочек говорит, что у мережки оттенки домов посимпатичнее, а мне вот вода у Вознесенской нравится гораздо больше. Не суть в том, что, значит, это должен был быть проект года, и я там посчитала, сколько у меня оставалось на начало 2021 года, рассчитала, как бы это я там должна была бы вышивать сколько в месяц, чтобы, соответственно, за год закончить. И все нормально шло, я вышивала, даже иногда с запасом вышивала, пока не случилась моя поездка в Россию. Я, кстати, брала эту работу в Россию на всякий случай из серии, что вдруг я там застряну, тогда отменяли очень много самолетов. И вообще могли закрыть там, как обычно. В общем, был какой-то страх, и я брала эту работу на случай, что если я там застряну, буду вышивать. Но к ней я там не прикоснулась. И, вернувшись в Россию с большим количеством новых тряпочек, новых там всего нового, мне, естественно, хотелось, грубо говоря, пуститься во все тяжкие, поэтому больше я к этой работе, к сожалению, с августа и не прикасалась. Но до этого я ее так активно вышивала, и, в общем-то, осталось тут не так-то много, там около 30, наверное, процентов остается. И я надеюсь все-таки, что в 2022 году уже я ее дошью и покажу в итогах этого
будущего года. Вот такая работа у меня была, скажем так, неудавшимся проектом года. Кстати, уже хотела все убрать, но забыла, что сказать. Во-первых, хочу детальки немножко показать, хоть это и не финиш. Пока я показываю вам детали, другие мои незавершенные работы можно посмотреть в активных процессах. Ссылку я сейчас в уголочке вам оставлю. Вот такая вот у меня вышивка. Проект года. Провал года. Вот теперь действительно давайте дальше. Итак, разочарование года – это вот эта работа, но не из-за того, что мне не понравилась сама схема. Со схемой, наоборот, все прекрасно. Это схема Алены Савченко, «Рождественская улочка». Ну, в любом случае, там все подписано, да, у вас на экране. Вы прочитаете, как это правильно. Значит, схема, как всегда, все прекрасно. У меня к Алене исключительно положительные всегда эмоции к ее схемам. Здесь было разочарование, скажем так, в материалах. Я не знаю, о чем я думала, когда взяла украинскую равномерку. Ну, понятно, что я думала о том, что цвет очень красивый, придаст небу, которое вышивается полукрестом, дополнительный такой шарм, блеск, красоту. Но я до этого уже вышивала на украинской равномерке и должна была бы знать, что это невыносимая основа вообще, вышивать на ней. Ну, врагу не пожелаешь, и... Видимо, я подзабыла или что, я не знаю, вот потому что я уже рассказывала, как-то она тянется. Это что, ткань со стрейчем? Ну, в общем, это, естественно, сказалось. И сказалось негативно. Вот так вот издалека вроде как бы и ничего, да? Чудесная улочка, чудесные переходы. Безумно мне нравится луна и вот эта ее такая шероховатость. Безумно мне нравится вот это вот... упряжка с Сантой, домики пряничные, ну все прекрасно. Но когда подносишь это все глазам, это жесть. Я сейчас, конечно, покажу вам вблизи. И второе разочарование, помимо, значит, равномерки, это бисер. Это, конечно, я теперь 100 раз смотрю, прежде чем брать работу, покупать вообще схему, приступать к схеме. Если там есть бисер, я, ребята, пас. Дело в том, что в Аргентине бисер, вот как был в Советском Союзе, наверное, я не знаю, в мое детство, вот я помню, вот такой, да, бисер был. Это все неровное, все кривое, все одинаковые две бисерины найти нельзя, и все они, то есть нету какой-то возможности выбрать там по размеру. Вот какой есть бисер, такой и есть. Поэтому сюда он, ну, как-то не особо шел, какой-то он огромный. И я даже думала, что, может быть, его вообще пока не пришивать, потом купить в России, пришить нормальный. Но поскольку я уже разочаровалась, в принципе, в равномерке, я уже пришила лишь бы пришить и закончить. Вот. Ну, на самом деле очень обидно, потому что сама схема безумно классная, безумно мне нравится. Здесь есть четверти, да, вот в тех же оленях, немножко в домиках. Ну вот бисер, ну что это? Его ты даже захочешь, ровно не пришьешь. Видите, они все разные. Это я еще пыталась подобрать одинаковые. Я уже даже не буду смотреть, что они там все не уложены нормально, потому что, ну, вы понимаете. Вот. Ну, атас просто, а не бисер. Вот. Ну, и вот такое вот. Мне, конечно, очень хотелось вышить эту работу. Мне ее подарила... на день рождения в 2020 году моя подруга Рита. И я давно мечтала об этой работе. Ну вот. И видите, я не могу сказать, что у меня всегда крестики прям равнёхонькие, нет. Но я на этой работе старалась изо всех сил, укладывала рельсование, натяжение, как там это называется? Ну, преломление нити соблюдала. Ну что вот это, что это такое?
это вот реально не потому, что у меня... Ну, то есть, да, руки-то у меня не кривоватые, но это вот при всех ухищрениях вот так вот получается на этой равномерке. В общем, боль и страдания. Но работа, конечно... Я даже иногда думаю, может, ее еще раз отшить на какой-нибудь нормальной ткани. Ну, вряд ли, конечно. Но очень нравится. Котик, смотрите, какой шикарный. В общем, если так вот издалека смотреть, вроде симпатично, радостно, ярко и классно. Вот. Работу я не стирала, не отглаживала, не отпаривала, потому что, наверное, оформлять, как-то я не знаю даже. Вот. Может быть, когда-нибудь что-нибудь придумаю, и на Новый год буду... Да нет, наверное, не буду. Будет меня бесить этот неровный бисер. Вот. Очень классная работа. Очень жаль, что вот так разочаровалась из-за материалов. Дальше. Следующим разочарованием случилась уже вот эта работа, и здесь разочарование было именно в дизайнере. Я увидела отшив этой схемы еще другой у девушки в Инстаграме. Я сейчас не подскажу ник, потому что она ушла из вышивки в шитье, я от нее отписалась, по-моему. По крайней мере, я не помню, кто это был. Но мне очень понравились фотографии, очень классная картинка, потому что мне тоже нужно. И маяк я никогда не вышивала, вот. И подумала, вышью на желание, так сказать. У меня куплено 2 схемы. Вот это кит, и еще есть с касаткой. А есть еще дельфин. Дельфин я не покупала, к счастью. Чем я разочаровалась, что в этой работе не так? Мне не понравилась проработка схемы. Да, вот картинка, которая получилась, она мне безумно нравится. Мне очень нравится, все, переходы. Нравится. Но я аж прям принесла вам показать. Смотрите. 738 один крестик. Один крестик. Где? Вот здесь. Зачем? Что это за стратегически важный крестик? Думаешь, ладно, наверное, человек ошибся. Я проверила в PDF. То же самое. Еще смотрим. 945. Еще один стратегически важный крестик. Тоже, видите, безумно стратегически важное место. То есть, если бы он еще там где-то употреблялся бы, там, я не знаю, в бейке, еще где-то, я бы могла понять. Но вот это, честно говоря, потому что, вот, например, 743? Нет, да. Тут 3 крестика, да? Но там еще и вон в полукресте. Все нормально. Но вот эти 2 крестика, я не понимаю, хорошо, вот у меня полная палитра, поэтому, когда я готовила материалы для этой работы, я, нормально все, да, палитру, как бы она у меня есть, достала я там эти бобинки, которые оказались в итоге нужны для одного крестика. Это не настолько травматично, как если бы человек покупал бы вот эти номера, потому что они ему нужны для этого процесса. Просто бред. Мне хотелось, конечно, написать дизайнеру. Я считаю, что правильно писать дизайнеру и говорить, вот у вас вот тут вот явная какая-то недоработка, ошибка. Потому что если не писать так, как сделала я, то как бы дизайнер никогда об этом не узнает, не научится и так далее. Но я не написала, потому что я была очень злая. Я понимала, что я сейчас буду писать нецензурно, а когда я уже отошла, то я уже и отошла. Что еще не понравилось? Не понравился... Вот эта вот линия, посмотрите, она кривая. Я вижу, что оно все кривое. То есть куда вот оно пошло вот так, а почему оно вышло не вот тут, а вот тут? Вот мне криво. Здесь мне тоже криво. В общем, все мне криво. Все мне криво, поэтому вот так. Но именно вот как получился сам кит, сам маяк, переходы вот на этих фигурах, они мне очень нравятся. Что я хочу сказать? Вот тоже не стирала, не гладила, потому что, по идее, здесь вот второй кусочек, на котором должен быть
тоже маяк, уже с касаткой. Но вы знаете, что-то после вот этого отшива мне никакую касатку уже вышивать не хочется. Причем у касатки вообще битая сага. Знаете, вот это вот, когда ты ее открываешь, там все цвета искажены. Там, ну, черный, и он, например, оранжевого цвета в саге высвечивается. И там, наверное, можно все это перекрутить, переделать. Но вот меня это так раздражает. Но я же купила. Ну, повысь ты цену, если ты хочешь, вот, ну, ты считаешь, что вот эту работу, да, по подбиванию недостатков саги, там, я понимаю, что это, наверное, какой-то баг, что она не специально это сделала. Но вот ты доработай все это, ну, повысь цену, если это так сложно. Не знаю. Ну, в общем, у меня негативные впечатления, хотя я потом, уже отшив вот эту работу, купила это Ксения Глушкова, я не сказала, ну там подписано, да, было. Вот, Ксения Глушкова, и я у нее купила еще одну схему с белочкой, я ее показывала как-то в моих планах на 2022 год. И посмотрела я там, так по саге пробежалась, и вроде там все нормально. Что еще по этой работе? Я ее как-то очень странно вышивала, очень долго. И что еще хотела сказать, что я ее, да, вышивала вот на Белфасте винтажном голубом, и вышивала я ее как-то очень долго, видимо, у меня был там какой-то челлендж вышивать по ниточке в день, и у меня реально есть, например, день, где вышито 5,5 крестиков. Что это было, я не знаю. И еще добавлю, что вообще работа-то небольшая, там 13 тысяч крестиков всего. Так вот, я умудрилась растянуть ее на 94 дня. Но я уже говорила, я там вышивала по 5,5 крестиков, по 30 крестиков, не знаю, что это было. Ну и для такой работы она 142 на 171. И, в принципе, цветов можно было бы сказать, что немного, их там 46. Но, как вы видите, 2 цвета можно было бы смело убрать, и было бы уже меньше. Ну, в общем, вот такие вот эмоции. И подозреваю я, что касатка так и не будет вышита. Теперь разочарование уже не в дизайнере, а во мне. Я разочарована собой, потому что я хотела из этого чудесного ежика от Немшиловой сделать пинкип. Свой первый пинкип хотела сделать я. И что? Я вышила эту работу в самом начале года. Мне ее подарила на Новый год Рита, о которой мы уже говорили. И вот я очень быстренько с ним справилась. И что вы можете подумать? Так за весь год не удосужилась сделать пинкип. Ну, я надеюсь все-таки исправиться и в этом году сделать. Но посмотрите, что я не подошла даже близко к созданию пинкипа, потому что работа так и не постирана, не отглажена, а я все-таки планирую перед оформлением стирать. Я вообще в этом году решила именно стирать работы прямо перед самим оформлением, потому что раньше я стирала сразу после того, как работу сделала, чтобы вот ее хорошенько отгладить, хорошенько, чтобы она была презентабельного вида на фотографиях и там, если нужно, на видео. Ну вот в этом году я решила поменять тактику, потому что чаще всего я ее стираю, а когда вот я собираюсь в итоге оформить, ее надо стирать уже заново, потому что все-таки какая-то пыль даже в шкафах, мне кажется, может накопиться. Ну и, собственно, больше особо мне рассказать нечего здесь. Ну что, маленькая, миленькая работа, чудесный вот такой ежик с такой вот чудесной веточкой. Здесь 21 цвет, 5 блендов. Ну и она небольшая, там на 3000 с небольшим крестиков, 60 на 60 примерно. Вот такой чудесный ежик. Вышивала на остатках Аиды от какого-то набора. Вот. Как вы можете догадаться, это мое очередное разочарование в себе. Я хотела сделать из этой чудесной девочки игольницу. Я люблю большие игольницы. Вообще на данный момент я втыкаю свои иголки вообще в огромную подушку. Подушка предназначена, она декоративная, да, вот такая вот, ну как декоративная, для дивана, да, вот, и она, как вы можете догадаться, не маленькая, поэтому мне вот удобно в большие, поэтому я хотела сделать большую. Значит, вообще мне эту схему подарила моя подружка Настюшка на Новый год. Я ее тоже в январе прям сразу и отшила. Чудесная девочка. Дело в том, что я в прошлом году купила швейную машинку и вообще ничего не умею.
ну как, не умела, даже не знала, как вставить нитку вот туда. И вот всему этому быстренько, в общем-то, научилась, но шить я все еще боюсь, хотя, например, уже сшила футболку. Но вот игольницу сшить с вышивкой я боюсь, потому что вдруг я испорчу, а это же вышивка, она же мне нравится. Ну и, собственно, как вы видите, работа тоже не сильно... не приблизилась она сильно к игольнице. Как вы видите, она не отстиранная, не отглаженная, хотя я ее возила в Россию в надежде, что мама мне сделает игольницу. Но там, конечно, было не до этого. Мы оформляли работу, но не эту. Вот, а эту, собственно, придется оформлять мне. Ну и я надеюсь, опять-таки, что в этом году я все-таки ее сделаю, потому что, очаровательная девочка. Безумно нравятся эти ее волосеночки там, украшения, перышки и машинка. И шьется она безумно легко, просто там мало цветов, достаточно большие такие есть участки зашива. Вот там 11 цветов в работе. Вообще без блендов, без всего. Но есть четверти, правда, но это, знаете... очень-очень классная она там. Работа-то, в общем-то, на 2 дня. И можно оформлять, но вот такая девчушка. И снова разочарование в себе самой. Это неудавшийся мой шарик. Ну, как неудавшийся? В общем-то, надо сшить. Посмотрите, как я прекрасно обрабатывала края, когда у меня не было машинки. Видимо, вот здесь сделала одним цветом, цвет закончился, там сделала другим, а здесь решила, что, и так сойдет. В общем, я не знаю, на самом деле, по-моему, я отрезала этот кусочек от остатков какого-то другого проекта, и вот так, неважно. Важно лишь то, что я ничего не оформила. Значит, эту схему мне тоже подарила одна из моих подружек из чатика, Наташа. Большое ей спасибо за это. И, наверное, я из Москвы. Но Москву я, так знаете, не могу сказать, что любимый город, но мне нравится ее вышивать. Вы увидите, что это не единственная моя Москва. И я подозреваю, что когда я начала ее вышивать, какое-то все-таки желание добраться до Москвы и встретиться с Наташей я загадала. И отшив эту работу, я купила билеты в Россию. Да, вы знаете, что в этом году я уже 150 раз говорила, что летала я в августе в Россию, но билеты я купила на июнь. Вот, поэтому мое желание сработало, но мне отменили рейс. Вот, вышивалось достаточно легко тут все. Были какие-то участки, посложнее. Вот тут много бэка, например. Вот здесь вот он такой. И это я на Монике вышивала на остаточках. И вот почему-то эта Моника голубая мне кажется безумно скользкой. И ощущение такое, что все развалится. Поэтому, наверное, и шарик я боюсь собирать, потому что мне кажется, когда я начну вот это вот срезать ненужное, оно все там сразу же и развалится. В общем, я очень надеюсь, что я все-таки в этом году соберу этот шарик, и все будет замечательно. Кстати, эту работу я погладила, постирала. То есть я была уже близка к тому, чтобы собрать шарик, но все еще он не собран. Так что вот такая вот работа от Марины Хачановой. Шарик Москва. И раз мы заговорили о Москве, давайте продолжим про Москву. Здесь уже не разочарование года, здесь уже, скажем так, исполнение мечты года, когда... Про прошлый шарик, да, я рассказала, что я вышла работу и купила билеты. Когда же рейс мне отменили, я достала вот эту работу, которая была уже на тот момент начата, и решила, что надо добивать вот эту с мыслью о том, чтобы все-таки долететь до Москвы. И действительно, я долетела до Москвы и даже свозила в Москву эту работу и сфотографировала там на фоне, собственно, оригинала. Я специально не вышивала здесь название «Москва». Да? Здесь подписано, что это Москва. Я вышила все остальное
без вот этого бэка. Это схема Алены Савченко, и у нее есть несколько городов. И я, опять-таки, как вы видите, не стирала, не оформляла, потому что у меня в задумке еще и Санкт-Петербург. У меня есть эта схема, но пока я ее еще не начинала. Вот когда-нибудь начну и сделаю. Хочу оформить вот просто в пяльце, чтобы они вот так вот у меня красовались друг с дружкой. Ну, кстати, работа здесь более кропотливая, скажем так, да, я всегда говорю, что схема Алены Савченко очень легкие и простые, но здесь в силу, собственно, сюжета не избежать каких-то вот, да, более частых переходов цвета и так далее, каких-то, ну, не одиночек, конечно, но почти одиночек, да, вот много очень бэка, да, много очень бэка, все правильно. Очень-очень мне нравится, как все получилось. Немного смущала меня вот эта вот сеть на куполе, на этом. Но в итоге в отшиве мне нравится. Я понимаю, что иначе сделать там, конечно, это все сложно, но очень красивая работа. Вышивала на мурано голубого цвета. Мне на мурано больше всего нравится, как получается полукрест. Он такой более ровненький, что ли. Что-то мне тут красное прилипло. Ну, в общем, вот, вы поняли. И, собственно, сбылась мечта попасть в Москву и встретиться с подружками. Ну, вот эта работа мне подарила моя подружка из Омска, Наташа. С ней, к сожалению, встретиться не удалось, но удалось встретиться с другими девочками из чатика. И я, естественно, считаю, что это заслуга вот этих двух. Давайте я еще и вторую выложу. Вот эти вот две схемы. Отличненько поработали. Чуть не забыла об еще одном разочаровании, скажем так, года. Это неудавшийся, наверное, магнит. Я хотела вышить, сшить, сделать его таким мягеньким и пришить магнит и повесить на холодильник. У меня на холодильнике не висят обычно магниты, но вот этот кусочек пинцы, он мне очень понравился. Дело в том, что мой молодой человек Маркитас, о котором я часто рассказываю, и который монтирует нам все эти видео, он в прошлом году, в 2021 году, искал идеальный рецепт теста. Поэтому пиццу мы ели через день. Очень вкусную, очень классную. Сейчас он рецепт идеального теста нашел и больше не готовит. Вот. Ну, на самом деле, немножко устал. В общем, она очень чудесная, классная, быстро вышивается, еще бы оформить, в общем-то. И да, я ее тоже постирала, отгладила, планировала уже оформлять, но не оформила. Но я опять-таки надеюсь, что в этом году, в 22-м, я все-таки оформлю ее. Ну, если оформлю, обязательно расскажу. И вот это, наверное, пожалуй, последнее разочарование года. Нет, не последнее. Совсем я забыла, что я хотела же оформить гусиков, и тоже не оформила. Ну, как вы понимаете, все мои разочарования, кроме одного, это разочарование в том, что я не смогла что-то сделать, как мне хотелось бы. И только вот 2 в году было разочарование в одном в дизайнере и другое в выбранных мной материалах. Что по гусикам? Гусиков вы видели, конечно, в результатах ноября, по-моему. И, в принципе, я их уже на канале как раз и показывала. Но, тем не менее, давайте пройдемся, посмотрим, что же у меня тут. Я выбрала всего 3 сюжета, то есть я присоединилась, это был совместник от Анны Петуновой, и я присоединилась к совместнику уже на 4-м дизайне. Это были гусики под зонтом. Они у меня пошли достаточно бодро, там в условиях совместника надо было вышивать за неделю дизайн. Мне безумно нравится, именно нравится этот эффект прозрачного зонта, несмотря на то, что там многие говорили, что эти красные морды гусей, мне нравится. Я тут поменяла немножечко вот бэк на горошинки, на сапогах были такими квадратными, я сделала их круглыми.
Ну, попыталась, да. Вот, осенние сюжеты вообще меня, в принципе, очень... Ну, короче, не отпускают. Люблю я осень. В вышивке вообще осень-то я не люблю. Вот такие. Потом был, значит, дизайн один из самых сложных из 6 сложных, потому что он был самый большой. То есть, если в предыдущих гусиках было примерно 2000 с чем-то крестиков, то здесь было 4000. Но пошел он у меня, кстати, достаточно бодро и быстро. Очень классно все было, вышлось, нравится и пледик. Вообще нравится вот эта вот проработка маленьких дизайнов с такой, в общем-то, ну вот очень классно же. Я обычно не люблю маленькие дизайны, но вот здесь мне все нравится. Тыковки чудесные, обожаю тыквы. И здесь я поменяла в свечках немножко направление бойка, потому что они были какие-то ровные, а я их вот сделала немножечко так. Это гроздь винограда. В общем, очень нравится, как все сделано. И вот дизайн последний, 6-й, меня немножко добил. Я очень устала, видимо, потому что когда сроки какие-то поджимают. Хотя здесь все достаточно простенько. Вот, и легко, но растянула я этот дизайн. Очень они, конечно, здесь класснючие. Очень нравится. В общем, была у меня задумка по поводу оформления этих гусиков. К этой задумке, в общем-то, даже есть материалы, надо просто все сесть и сделать, но, как вы видите, как же тяжело. И я пыталась немножечко хотя бы отгладить лен, чтобы это было совсем не непрезентабельно, но все-таки лен гладить сложно, не стиранным, не влажным, да, его надо отпаривать, а грязное все-таки мне пока не хочется отпаривать. В общем, надо стирать, оформлять, и опять-таки, повторюсь, надеюсь, хотя бы в этом году я все-таки это сделаю. Вот, потому что собой я в этом плане разочарована, но я, знаете, все-таки человек, вышивающий ради процесса, а не ради результата. Мне не хочется увешать всю квартиру своими вышивками и оформлять все подряд мне не хочется. Я, в принципе, вышиваю изначально в шкаф, поэтому это не настолько важно, насколько важен процесс. А от процесса я получила большое удовольствие, даже несмотря на то, что я немножечко устала. Вот такие 3 финиша еще у меня были. Поехали дальше. Я серийная вышивальщица, есть серии, которые мне безумно нравятся, которые я вышиваю активно и каждый год беру по дизайну. Вот зверушки в свитерах и с кружкой не исключение, и в 2021 году я вышивала вот такого очаровательного барашка. Это был подарок от моей подружки Насти на 2020 год, на день рождения. И вот, собственно, я его вышила в 2021 году, в начале года. И я тоже думаю, что его надо бы оформить. У меня сейчас в рамочке стоит единорог. Но стоит он уже давно, и я думаю, может быть, собственно, периодически менять их там. Отшито у меня 4 зверушки, вот это 4-я. Одну я подарила. И, собственно, у меня есть 3, можно их менять. Мне все очень нравится в этих зверушках. Очаровательные их свитера и кружки. Выражение их чудесных морд, конечно, восхитительное. Вышиваю я их все на вот таком мурано в горошек. Когда закончится мурано, у меня есть в запасах Белфаст в горошек. Белфаст. Вот. Чудесная морда, чудесная. Очень-очень нравится, как получается, очень нравится, как идет. И я надеюсь, что в 2022 году я тоже вышью какую-нибудь зверушечку. Оттенки этого свитера мне тоже очень-очень нравятся, поэтому думаю, что надо бы оформить, пусть тоже постоит в рамочке.
В 2021 году у меня случился аж целый один вышитый набор, и он сейчас перед вашими глазами. Это вот такой очаровательный хомячок от чудесной иглы. В общем-то, вышила я его вообще, собственно, наверное, исключительно из-за того, что в нашем чатике «Позитивные крестики» проходил какой-то совместник по отшиву разных дизайнов чудесной иглы, и у меня счастливым образом оказался этот набор. Вообще у этого набора очень интересная история. Одна из моих подписчиц в Инстаграме, большая фанатка Аргентины, знает, что я люблю вышивать, видела, что там была какая-то расхомячка у кого-то, кто-то бесплатно абсолютно раздавал свои запасы, и она для меня взяла 2 хомячков вот этой от чудесной иглы. Есть у меня еще вяжущий хомячок. И прислала мне его по почте в Аргентину. В общем-то, это такой странный случай, когда обычно нам все приходит на таможню, и в таможне нужно объяснять, что это подарок, и подарок все равно облагается налогом, то есть они оценивают стоимость вот этого всего и выставляют цену, и от этой цены надо заплатить 50%. В общем, все это очень долго, много бюрократии и так далее, поэтому я предпочитаю, чтобы мне никто ничего не присылал, но все-таки Лена мне прислала, причем прислала письмо. И, видимо, оно пришло письмом не в зону вот этой вот таможни, а пришло прямо мне на дом. Но меня дома тогда не было, я была на работе, поэтому пошла, забрала и в почтовом отделении, в обычном, не в таможенном, поэтому это просто какое-то чудо. И вот, собственно, я его вышила, поменяла я основу в этом наборе, это, по-моему, Линда. И я на этом кусочке пробовала, окрашивала сама в такой светло-серенький цвет. Возможно, он не совсем равномерно окрасился, но мне кажется, все замечательно все равно получилось. Вот такой чудесный хомячок получился у меня. Глазки прям очаровательные. Вот, собственно, остались у меня очень много ниток. Можно еще, наверное, 2 таких вышить. Понятия не имею, что там в наборе было, что за, аид какая-то, да, что это за нитки. Ничего даже я не смотрела особо. Вот такая схема. Вышла, и вот он меня радует. Чудесный, классный. Надо бы и второго вышить. Надеюсь, девочки устроят еще один совместник по чудесной игле, и я тогда вышу и второго. Работа, о которой сейчас пойдет речь, у меня нет в наличии, но я ее подарила. Это был, наверное, такой интересный очень опыт. Я эту схему начала вышивать на темно-синей бритне. Мне хотелось попробовать эту основу, и что-то все сначала как-то шло не так. Что-то мне все не нравилось. Крестики мне казались какими-то кривыми и так далее. Но работу я выбрала за ее вот такую яркую окраску, яркие цвета. И что-то был какой-то, наверное, дождливый период у нас в городе, затяжные дожди, и вот я, собственно, радостно вышивала эту работу. Когда же я ее вышила и приехала в Россию, я ее привезла с собой в надежде, что мы с мамой ее оформим в подушку и подарим моей крестнице. Собственно, чего я ее везла? В общем, как обычно, я боялась испортить и просила маму, помочь мне сделать подушку. В итоге делала, естественно, все мама. И очень прикольно все получилось, потому что мы, прежде чем ехать и покупать ткань специально, то есть я привезла только вышивку, мы посмотрели, что есть у мамы в запасах, нашли чудесную такую блестящую ткань и сделали подушечку еще и вот с блесточками, как в итоге получилось. Вы видите, да, фотографии, небольшое видео, которое у меня осталось. Ребенок вроде был доволен.
даже заинтересовался вышивкой, я подарила ей вышивку такую небольшую, вот, поэтому очень-очень я рада, что получилось. Мама меня учила каким-то базовым штучкам, фишечкам, потому что сшить-то я, конечно, смогу сшить, но вот аккуратно сшить, это, конечно, сложно, но это, собственно, работа принесла большое удовольствие не только мне, но и ребенку, поэтому я очень-очень рада. Она небольшая, там всего 21 цвет, 1 бленд и 86 на 110, поэтому подушечку мы сделали не стандартного размера, а маленькую. Маленькому ребенку маленькая подушечка. Вот такая работа у меня была в 2021 году. Я долго не могла придумать, как бы назвать эту работу, да, то есть какое тут достижение было, но, наверное, да, этого действительно я, глядя на эту именно работу, поняла, что мне нравятся определенные вещи в вышивке, даже если это не мои цвета, даже если это не мой сюжет, то есть даже если там цветы, мне они понравятся, если есть вот эта вот такая плавность перехода, и вот такие интересные бленды, игра цвета прям-таки. Это схема Ольги Князевой. И мне безумно нравится, как здесь проработаны листочки, да и сама улитка. В общем, совершенно какие-то неочевидные переходы цвета, достаточно резкие, можно сказать, да, посмотрите, как от зеленого переходит к коричневому, как от рыжего переходит в коричневый и в зеленый. Здесь вот вообще какие-то синеватые оттенки, да, сочетание вот желтого и тут же какого-то грязного серого. И я поняла, что мне вот это вот очень-очень нравится. Я после уже вышивала гранат, мы его тоже сейчас посмотрим. И поняла, и вот уже тоже поймалась на мысли, что вот да, именно это мне и нравится в вышивке. То есть я люблю такие смелые переходы. И даже не важно, какой это дизайн, с цветочками, не с цветочками, я не очень люблю цветы. То есть вот эту улитку я тоже могу сказать, что это не совсем мой сюжет, но мне безумно нравится, как получаются вот эти листочки. Я после этого купила еще схемы, других уже дизайнеров, у которых есть подобные переходы. И вот, хотя сюжеты, допустим, не совсем мои, вот эти цветочки не совсем мое, но мне безумно нравится, как переходят вот эти вот цвета. Ну и здесь еще одно осознание, что я безумно люблю вот эту Еву, именно мятную. То есть я люблю вообще всю Еву. Мы поговорим, что это вообще у меня, наверное, основа года. Но вот эта Ева мятная, она абсолютно какая-то неуловимая. Вот сейчас она нам кажется такой тепло-сероватой, а в другом освещении она вот реально мятная. И вот даже вот сейчас, наверное, вот так, она куда более холодная и мятная. Очень-очень красивая основа, очень разная, и мне кажется, для вышивки вот, таких, да, сюжетов с неполной зашивкой, веночков каких-то, очень здорово она играет на ней вышивка совсем иначе, да, потому что разное освещение дает вот основе разный цвет и разное настроение. Очень-очень мне понравилась работа с этой схемой. Тут, как вы понимаете, достаточно частая смена нити бывает, но это абсолютно не раздражало, ничего. Очень нравится, очень нравится. Одна из любимейших работ года. Ну и раз уж мы заговорили о Еве, вот, пожалуй, на этой работе я поняла, что Ева моя любимая основа, хотя, конечно, я не первый раз вышивала на Еве, но в этом году, да, это была первая работа на Еве. И, собственно, тыквы года — это тоже на этой работе. Я очень люблю тыквы.
в вышивке. Ну, как бы кушать тоже, но кушать я люблю другой сорт. Ну, не важно. У меня много достаточно тыкв, причем вот даже в гусиках были небольшие тыквы, да, в разных сюжетах. Я люблю, когда встречаются разные тыквы. Ну, вот эта тыква, наверное, это такая тыква года, потому что она здесь такой главный персонаж. Она очень-очень классная. Она безумно классная в отшиве. То есть работать с ней просто было очень-очень классно. Мне ее подарила Виталина. И я, собственно, вышивала, по-моему, первый раз на Еве натурального цвета и поняла, что это абсолютно какая-то универсальная канва. Ну, понятно, что не подо все, но во многих сюжетах, особенно вот таких осенних, мне кажется, абсолютно беспроигрышный вариант. Вот эти усики. Вот. И здесь, да, здесь переходы, наверное, не настолько более плавные, более очевидные, да, не как в предыдущей работе, но, тем не менее, она такая прям чудесная, ну, явно вкусная тыква, явно, вот видишь, и отличный размер хороший, и явно она сладкая и вкусная. Что-то я еще хотела сказать насчет этой работы. В общем, да, она малюточка совсем. И после этого я убедилась, что Евы надо брать натуральные побольше. И, кстати, Wildberries ошиблись. Я, когда ездила в Россию, покупала там, да, разные основы. И Wildberries, у них какая-то там ошибка была. И вместо того, чтобы цвет какой-то там мне более такой песочный и коричневый, прислали мне еще Еву натуральную, хотя она у меня уже была. Ну, я не стала там, естественно, ничего возмущаться, потому что эту основу я действительно люблю. Вот, она малютка, как я уже сказала, ну, на такой малютке 20 цветов, 8 блендов, вот, она 100 на 83. И вы знаете, я никогда не думала о том, что можно было бы ее оформить, там нельзя было бы ее оформить, ну, просто мне хотелось ее отшить, я была уверена, что она классная именно в процессе. А вот сейчас смотрю и думаю, надо, наверное, оформить, и вот на сезон, на осень, да, может быть, даже и не только на осень, вот, ставить где-нибудь эту рамочку. Очень-очень классная тыква. Большое спасибо еще раз Виталине за подарок. Просто огонь. Следующей работы у меня тоже нет. Я покажу вам фотографии и видео, которые сняла для меня мама. Вообще я вам тут мелочь всякую показываю, да, а какие-то более-менее внушительные размеры, ну, это средний размер, наверное, все-таки работа, да, у меня их и нет как раз. Значит, автопортрет. Мы когда увидели еще рисунок, иллюстрацию, и мои подруги, и сама я, естественно, подумали, что, ну, прям вылитая я. Я уже рассказывала, что думала даже сначала, что надо, наверное, обидеться, но, собственно, чего обижаться на правду, действительно на меня похоже. Я показала схему маме. Мама сказала, вылитая ты, надо брать. И сказала, давай я прям сама оплачу схему, а ты мне вышьешь, и мы вот повесим твой портрет дома. Ну, я, собственно, вышла и маме отвезла. Была еще веселая история. Я показала работу Маркицу, ну, еще не отшитую, да, схему, и говорю, дорогой, ну вот все говорят, что на меня похоже. Ну, это же неправда. Он говорит, нет, конечно, неправда. Я уже понадеялась, что он скажет, что я такая вся у него красавица, а не баба-яга никакая. А он мне говорит, ну, ты посмотри, какая у нее там шевелюра, а у тебя 3 волосины. Вот, мастер комплиментов. Собственно, мы посмеялись, и я вышла вот эту вот ягушечку. Значит, что с ней? Я вышивала ее на вот таком зеленом белфасте, чтобы у нее заиграли глазки, да, она зеленоглазая у нас. И были там какие-то вещи, которые меня, так скажем, смутили. Были ошибки в саге. Ну, я написала дизайнеру, все нормально вроде, она займется этим. Из-за этого я немножечко там ошиблась, путалась и так далее.
И мне было сложно на Белфасте. Я, в принципе, это, конечно, подразумевала на темной основе вышивать лицо. То есть цвета вот эти вот светлые, они у меня, по крайней мере, я, конечно, не идеал... Я не идеал, как это называется, спокойствия, уравновешенности. Я, в общем, не могу сидеть и укладывать там по 100 часов один крестик. Поэтому не получается, значит, не получается. А вот эти вот цвета светлые на темной основе, они у меня обычно все-таки более кривые. Я это вижу, меня это расстраивает. Но я это все, естественно, подразумевала, но все равно мне хотелось именно вот на этой основе вышить. Мне кажется, что получилось очень классно в целом, но я вижу вот эту кривизну крестиков у нее в лице, и меня это расстраивает. Маме все нормально, она говорит, это хендмейд так и задумано, поэтому главное, чтобы ее радовало. Вот, мама, наверное, ее оформит. Если оформит, я попрошу обязательно ее показать, но я вот отвезла ей всего это добро в августе. Будет еще работы, которые я отвезла, покажу обязательно. И, собственно, наверное, больше мне нечего о ней сказать. Вышивала я ее 35 дней. Я знала, что мне нужно успеть к своей поездки, поэтому вот так достаточно быстро я ее вышла. Но она не так, чтобы сильно большая, там чуть меньше 19 тысяч крестиков. Я, естественно, вышивала параллельно с другими работами. Вот такая шикарная лягушечка. Как я вам сказала в самом-самом начале, этот год, весь 2021 год, мы просидели на удаленке. То есть мы не работали в офисе ни одного единственного дня. Есть подозрение, что и в 2022 году будет то же самое, но вот посмотрим, поживем, увидим. Так вот, эта схема у меня была такое, знаете, настроение года. Вечно в тапках, вечно в кресле, вечно в такой вот позе, потому что у нас, у меня вообще не бывает каких-то там совсем официальных созвонов. Я могу созвониться со своим начальством. Это не какие-то там собеседования, конференции и так далее. А вот у Маркетеса происходят некоторые совещания, но все эти совещания без камеры. То есть они созваниваются там в каком-то скайпе, где только звук, поэтому можно быть непрезентабельного вида, к счастью. И, собственно, да, вот это вот мое настроение года. Вот этот вот чудесный шмелик Луи. У меня уже вышито 3 таких шмелика. Мы их посмотрим. Это вот первый был. И этот первый, вот больше всего, конечно, меня здесь, то есть сначала, естественно, эта схема называется винишка, и сначала, естественно, вот шмелик с винишком ми-ми-ми, очень здорово, но больше всего меня здесь, конечно, умиляют тапки. Посмотрите, как он вальяжно сидит в этих тапках. Очаровательно еще и то, что вот здесь крылышко видно. Да. Очень-очень классный он. Я долго думала, на какой основе его вышивать. Выбрала вот эту вот более-менее нейтральную. И вот здесь будет еще один шмелик, потому что у меня их много. Как я вам сказала, я вышла 3, а их там уже... я не помню даже сколько. И вот недавно мне еще одного подарили. Поэтому шмелики будут еще на канале. Не только в этом году, но и в следующем явно. Вот мое настроение года. Давайте посмотрим других шмеликов. А вот второго шмелика у меня, к сожалению, нет. Но этот шмелик, пожалуй, наверное, это самая вообще моя любимая история этого шмелика. Просто абсолютно очаровательнейший сюжет. Я его когда увидела, просто милота-милота. Хотя многие, конечно, не поняли. Я увидела какие-то комментарии, какие-то, я не знаю, с чувством юмора, может быть, не у всех хорошо. Но мне вот такой юмор заходит очень классно. И мне безумно понравилось. Но мне не одной безумно понравилось. Увидела эту работу моя мама и попросила, чтобы я ей ее подарила. Поэтому я ее отвезла маме. Видео мамины я прикрепляю.
Вот такая чудесная коровка. Я даже думаю, что, возможно, надо бы и себе ее еще раз отшить. Она небольшая, но немножко не такого же размера, как остальные шмелики. Вот тот сидящий в креслице, он 45 на 45, то есть совсем малютка, а этот вытянутый, он 69 на 36. И по крестикам там буквально 2000 крестиков, работы, в общем-то, на 2 дня, ну там, если не шпарить, то на 4. Просто в коровке очень много достаточно такого больших кусков одного зашива, поэтому легко идет. Ну и, в общем-то, я даже думаю, что, может быть, мне тоже он нужен, и себе тоже его вышить. А мама хочет его оформить во что-то прикладное, поэтому вон там была такая штучечка, как это, я не помню, как это по-русски называется. В общем, я думаю, что и мне надо тоже ее еще раз вышить и оставить себе, и, может быть, тоже во что-то прикладное оформить. Но зная себя, что я ничего не оформляю, сначала я оформлю то, что у меня есть. Еще одного шмелика посмотрим чуть позже. Ну вот, собственно, зачем откладывать на чуть позже то, что можно показать прямо сейчас. Абсолютно антисезонной получилась эта вышивка, потому что вот такой новогодний сюжет я вышивала отнюдь не на Новый год, а вышивала я его в конце, в мае я его вышивала. Мне, если я не ошибаюсь, дизайнер дала его на первоотшив, потому что все остальные шмеликов, по-моему, я вышивала сама, то есть купив сама, а этого мне дала Ирина на первоотшив. Чудесные савночки, чудесный шмелик, вот такой он в валеночках, малюточка, снежиночки у него там на шарфике, фрузелочки, глазки, усики. Ну, очень миленько, очень все достаточно красиво, быстро и несложно. Я выбрала вот эту мурановую горошку. У меня на тот момент не было Белфаста в снежинке. Да, вот сейчас он у меня, например, есть. Я бы сейчас вышла бы на нем. Но тогда не было, поэтому вот вышивала на том, на чем могла. Так, ну и что, по-моему, там 4 дня работы, потому что он тоже небольшой, 65 на 56, ну, побольше, чем с винишком, но, тем не менее, тоже малюточка. Вот, то есть новогодних сюжетов у меня было совсем мало, то есть 2, это второй, да, ежик еще был, и вот еще и не в сезон. Вот такой вот он, хорошенький. Повторюсь, что я вам все показываю малюток вживую, а вот работ, которые действительно побольше и повнушительнее, у меня в наличии нет. Мы поговорим сейчас о, пожалуй, открытии года. Это мальвы от Ольги Ланкевич. Фотографии и видео, опять-таки, я прикрепляю. Что здесь было открытием? Открытием была сама Ольга. Потому что дизайнер, естественно, на слуху, она много схем выпускает, очень многие ее отшивают, очень многие хвалят, но я никогда ее не вышивала, и эту схему мне подарила Варя, и я, в общем-то, не откладывая в долгий ящик, решила ее начать. А вторым открытием тут же в этом же дизайне было то, что я попробовала покрасить Линду в серый цвет и вообще поняла, что Линда мне очень нравится. Я всегда думала, что такой крупный каунт мне не зайдет, что мне нравится, когда крестики, вот многие говорят, да, там на Мурана крестики толкаются, мне не толкаются крестики на Мурана, мне Мурана не нравится по другим причинам. Ну вот, например, Белфаст, в этом плане мне все хорошо с ним, у меня там крестики не толкаются, там скорее толкаюсь я, когда пытаюсь проткнуть иголку, а вот сами крестики, как это все выглядит, оно мне нравится. А вот в Линде я боялась, что будет все светить,
И даже если будет немного светить, я это все буду видеть, но все оказалось совсем не так. Не знаю уж, почему у меня были вот такие предубеждения. И, в общем-то, я поняла, что мне очень нравится, как на линде все получается. Ровные крестики, хотя где-то я тут вышивала на линде, и опять у меня кривые крестики. Ну, не важно. Так вот, и Ланкевич, и Линда меня поразили до глубины души, поэтому я купила много-много схем Ланкевич и много-много Линды. Значит, эту работу я тоже отвезла в Россию родителям. Понятно, что папе, наверное, эту вышивку так вот прям не повесишь, потому что, ну что это, цветочки, мужчине и так далее. Но мне она вот напоминает именно папу, потому что папа у меня более такой человек, приближенный больше к чему-то такому деревенскому, чем моя мама. Поэтому вот мне кажется, что в деревне, в которой проводил лето мой папа, наверняка были вот такие пейзажи. Поэтому, ну как пейзажи, натюрморт скорее, да, или как это назвать. Вот, поэтому, собственно, меня она ассоциируется с папой. У папы есть своя комната мастерская, но, конечно, в мастерской, там, где железяки и всякое такое, наверное, она будет странно смотреться, но, тем не менее, я родителям отвезла, и думаю, что вышью еще пару кружочков от Ольги Ланкевич и подарю родителям, они там оформят, посмотрят, куда действительно было бы здорово это все повесить. Вот, поэтому, как я уже сказала, что я в восторге, но, в общем-то, работа не такая уж и большая, там 140 на 140, да, ну, для меня это среднего размера схема, и в ней достаточно много, аж целых 52 цвета, по-моему. Блендов мало, это здорово, но цветов, мне кажется, для такой работы много. Но это совсем не напрягало. Вообще все было здорово и вышивалось просто на одном дыхании. Я параллельно с другими работами, конечно, вышивала, но вышло достаточно легко, там 15 320 крестиков. Вот. Безумно понравились эти мальвы. Впереди будут другие работы от Ольги. И снова достаточно большая работа, которую у меня нет в наличии, я ее тоже подарила. Это букет года. Я вышиваю букеты Алены Савченко. И, значит, так получилось, что у меня в прошлом году, в 2020 году был первый букет, в 2021 году вот этот, который сейчас перед вами в виде фото. Видео у меня, к сожалению, нету. И, соответственно, вот в 22-м, я надеюсь, будет закончен другой букет, который сейчас у меня в процессе. Этот букет мне достался в первоотшиве. Алена, в общем-то, я не хотела, честно. Устала я на тот момент от первоотшивов, но Алена как-то меня уговорила. Букет мне реально очень понравился, очень красивый. Хотя, опять-таки, я цветы не очень люблю. Но вот он такой нежный, красивый. И поговорив с Аленой, в общем, уломала меня Алена, я нашла даже ткань для него, потому что изначально я говорила, что у меня нету основы для него, и то, и все. Вот, но, собственно, я вышила его на голубом кэшеле. Если я не ошибаюсь, я все-таки рискнула, да, и вышла его на голубом кэшеле. Я посмотрю, и если эта информация ложная, я вам на экране подпишу, что там было не так. Но были сомнения определенные с основой, и я даже писала Алене, что я бы взяла букет, но вот я не хочу, потому что у меня нет на него основы, то все. Но и в итоге я решила рискнуть и сделать на голубом, и мне кажется, не прогадала, все классно получилось. Значит, и этот букет вышивался вообще очень легко, очень как-то быстро, хотя много достаточно белого цвета, а я не люблю вышивать светлыми, но тут вот прям все летело очень быстро. У него размер 148 на 154, и здесь 26 цветов и 8 блендов, да, это вот к тому, что у Ланкевич, например, 52 цвета. Мне кажется, что у Алены в этом плане поменьше цветов. И вышивала я его 26 дней, несмотря на то, что Алена меня как бы не торопила, я все равно старалась ускориться, потому что, ну, первоотшив — это такое дело, что чем раньше, тем лучше, да. Здесь 16 482 крестика, и я считаю, что получилось очень нежно, очень здорово, очень классная схема, как обычно это случается у Алены. Классный букет, ну и в следующем году будет новый букет. А подарила я его, кстати, одной очень хорошей,
скажем так, знакомый из Питера, и надеюсь, что она его радует. В общем-то, я его дарила неоформленным, потому что, ну, во-первых, и поездка у меня случилась так вот внезапно, во-вторых, мне кажется, в России можно оформить гораздо лучше, поэтому я надеюсь, что там все замечательно сложилось, и букет оформят красиво и достойно. Одним из главных достижений этого года я считаю вышивку на одежде. Это был мой первый опыт. Ну, на самом деле, не совсем первый, но на водорастворимой канве и законченный это первый опыт. Вот такой чудесный кит нарисовался. Это схема Марии Бравко. И вот вышивала я его, скрипя, ругаясь. Хотя схема очень в целом простая, да, тут достаточно большие участки с одним зашивом и так далее, но, конечно, крестики, мягко говоря, кривоваты, хотя вроде для вышивки на одежде все не так-то плохо. Ну, не знаю, судите сами, я вблизи никогда не видела чужие вышивки на одежде. На фотографиях я вижу, что люди делают гораздо ровнее, ну, делают и гораздо кривее, конечно, но по-разному бывает. Что мне не понравилось в итоге, почему я сегодня бы не выбрала эту схему на вышивку на одежде, это бэк. Здесь много бэка такого, знаете, ну, то есть, либо ты делаешь протяжку, совсем не закрепляя нить, и это чревато тем, что после стирки, то есть, либо не стирать, либо после стирки это все-таки поплывет. Я вот тут вот закрепила как могла, но, как вы видите, он такой кривоватый. В принципе, конечно, издалека это все, наверное, не видно, но мне-то это видно. Вот, то есть я бы выбирала на сегодняшний день с каким-то минимальным количеством бэка, и чтобы вот как, ну, например, как в глазике, да, вот шажочки этого бэка буквально совсем коротенькие, да, то есть там нечему быть кривым. Так что вот так. У меня была скорее не джинсовка, а такая джинсовая рубашка, то есть она тоненькая. Сейчас я... Вот, она тонкая, видите? Ну, я не знаю, как можно ли на видео понять, что она тонкая, но она тонкая. То есть у меня не было каких-то проблем, что вот у меня не проходила там нить, эта игла, там я вся из пальца исколола. Нет, мне скорее было... Я сначала не хотела ставить пяльца, и вышивала на руках, ну, на колени, да, засовывала там. Вот, потом плюнула и поставила пяльцы все-таки на рубежке. И работа пошла чуть быстрее, но все равно меня, скажем так, утомляла вот это вот, ну, сама водорастворимая канва, да, она все-таки там неровности эти все не избежать, поэтому вот это меня скорее угнетало, то есть сложностей именно с твердостью ткани у меня не было. Но в целом мне нравится, как это все получилось. Я щеголяла в ней в Москве. Сейчас она убрана, потому что очень-очень жарко. И до осени я носить ее не планирую. Но желательно бы вывести ее когда-нибудь на море. Показать киту океан. Вот. Горжусь собой неимоверно, но пока... больше вышивать на одежде не хочу. Мы с вами близимся к концу, поэтому осталось всего 4 работы. Ну, такие самые, пожалуй, любимые работы. Это вот званый ужин был у Надежды Нагорной. Совместный отшив этой работы. И я совершенно как-то неожиданно для самой себя в него вписалась, потому что не смогла устоять перед этим сюжетом. И, в общем-то, так неожиданно он свалился на... То есть у меня в планах вообще не было участия ни в каких совместных отшивах. Но тут я его вижу, абсолютно влюбляюсь. Оформлять я его тоже не планировала. Вы видели, что я планировала оформлять и вот это, и вот то, и вот это, и вот это. Ничего не оформила. А вот то, что я не планировала оформлять, я, худо-бедно оформила.
Значит, здесь мне подложечка, надо ее закрепить. Вот чудесные ребята, я их оформляла без стекла, поэтому все замечательно видно. Вышивались они частями. Ну, в принципе, я их на канале уже показывала, потому что к тому времени у меня был канал. И вышивала сначала вот эта вот первая часть с петухом, а затем часть с лисом, а потом это все вышивался бэк. Я так делать не очень люблю, потому что бэк, конечно, за раз он изматывает, но, тем не менее, за один, по-моему, день я его и сделала. Вот первая часть это вообще легкотня, потому что вот эта вот кастрюля, у нее большие участки зашива одним цветом, и все прям хорошо шло, быстро и легко. А вот здесь пришлось немножечко так покорпеть. Ну, не буду я о нем много, потому что вы о нем уже могли видеть и в других видео. Еще одна работа, которую вы видели, знаете, и все мои ахи-вздохи уже, наверное, слышали, но если вдруг кто-то все-таки новенький и не смотрел предыдущие видео, скажу, что это просто была абсолютная неожиданность этого года. Я не планировала вышивать этот гранат, ну, то есть я его думала, что надо бы вышить, но не планировала в этом году, а потом, увидев отшив и фотографию, я подумала, что нет, ну вот мне точно надо. Я уже, когда говорила про веночек там с улиткой, да, я поняла, сказала, что вот это стало для меня открытием, что мне безумно нравятся вот эти неочевидные переходы цвета вышивки, и меня это абсолютно покоряет. Даже если это не мой сюжет, мне хочется вот это вышивать, потому что в процессе я получаю кайф. И вот этот гранат относится к этой же истории. И абсолютно не характерные поля для меня. Вы наверняка видели, в других работах я оставляю поля там просто, которые стыдно показать, там сантиметра, наверное, не наберется. А вот эту работу, не зная во что конкретно я захочу ее оформить, я ее не хочу оформлять для себя, я не вижу ее на своих стенах в своем доме, но мне хотелось бы, чтобы эта работа была оформлена, я не знаю, может быть, для родителей, может быть, для каких-то друзей и так далее, может быть, во что-то прикладное, в какую-то коробку, но не знаю. Вот, я вышивала ее на кэшеле и натурального цвета, и почему-то мне все время кажется, что она большая, хотя, ну как, она не такая уж, она прям и большая, эта работа. Значит, вот все эти переходы, да, вот это в листочках, да, они мне прям вот безумно нравятся. У граната тоже, да, но они не плавные переходы, но это создает какую-то такую абсолютно шикарную картинку в итоге. Я растягивала работу как могла. Мне безумно нравится вот этот вот бэк. Достаточно, возможно, не простой в отшиве, потому что и много цвета, но просто результат мне безумно нравится. Вот. Я даже не знаю, что говорить по поводу «мне безумно нравится», «мне очень нравится», «я в восторге» и так далее. Так вот, не планировала я ее совершенно отшивать. В какой-то день просто мне переклинило и сказала: все, беру. И, в общем-то, не планировала заканчивать в этом году. Я планировала растягивать его еще больше, потому что он маленький. Реально там, по-моему, 8 тысяч крестиков, что-то такое примерно. И можно вышить-то там, я не знаю, за 10 дней, за 2 недели, но я растягивала как могла, потому что, ну, у меня же его больше не будет. Вот. И когда он мне выпал в рулетку на декабрь, я поняла, что ну все, уже дальше откладывать некуда, и я его закончу. Поэтому это вот был последний финиш года, тоже для меня неожиданный. Не планировала я его заканчивать. Вот не скажу, конечно, что жалею, что что я его закончила, но я по нему скучаю. Он очень-очень классный. Не стирала, не гладила, потому что пока не планирую оформлять. Еще одна из моих самых любимых работ этого года – это колланы от Виктории Кузнецовой и Саверки. Мне эту схему подарила совершенно неожиданно Полина, за что ей огромнейшее спасибо, потому что они шикарные. На самом деле у меня на тот момент были другие колланы, которые мне подарила Ксюша.
все от меня подаренное. И других колланов я вышиваю на темно-синем белфасте, и там посложнее идет работа из-за темного цвета. А вот эти колланы вышились достаточно легко, но это был мой первый отпускной вообще проект года. Дело в том, что я обычно в отпуске вышивку вообще не беру с собой. Ну, даже если беру с собой, то скорее там вот сфотографировать, еще что-то, но я не вышиваю. А в этом году я вышивала, но вышивала я тоже, знаете ли, по принуждению, скажем так. Мы участвовали с моей подругой Эвелиной в игре у Ольги Ланкевич «Синий толкай», и там нужно было ежемесячно, еженедельно отчитываться. И на тот момент, когда я уже уехала в отпуск, там нужно было вышивать минимум 1500 крестиков, а до этого было 500, то есть как бы не подфартило мне как раз к отпуску. Ну и более того, там можно было бы пропустить одну неделю, но без всякого отпуска пропускала там Эвелина, поэтому мне приходилось отдуваться, чтобы не вылететь. И, собственно, вот это отпускной проект года и окрашивание, пожалуй, года, потому что эту работу красила эту ткань красила я. Она вам, наверное, не совсем удачно передает. Ну, вот когда она лежит, да, она получше передается. Она, опять-таки, не глаженная, не стиранная, потому что я ее планирую оформлять, но не сейчас, когда будут закончены другие колланы. И вот здесь смешаны разные цвета порошковой краски. Я там долго очень экспериментировала, окрашивала кусочки разные. И в итоге я очень довольна, потому что мне хотелось, конечно, чтобы вот этот переход от воды был достаточно плавный, но не такой бирюзовый. И мне кажется, мне все удалось. Вот, в отпуске, как вы понимаете, я ее, как сказать, активно, для меня это активно вышивала, потому что обычно я ничего не вышиваю, а тут 1500 крестиков каждую неделю я делала, в отпуске я была 3 недели. Здесь 22 цвета и аж 12 блендов, у Виктории обычно много блендов, да, и она такая, в общем-то, не очень большая, но и не очень маленькая, 133 на 108, такая средняя, да. Так-то она по размерам небольшая, потому что там всего 11,500 крестиков, но вот я ее достаточно так, 29 дней я ее вышивала, потому что вышивала только ее, в отпуске вышивала только ее. И вот, собственно, такая красоточка получилась. Хочу я сделать из нее подушечку, потому что вот в другой схеме с колланами они тоже вот так вот, обнявшись, спят, плывут. Но там совершенно другая основа, да, надо будет посмотреть, как обыграть так, чтобы перекликалось оформление, чтобы это было понятно, что это все-таки 2 подушечки парные, а не просто так случайно совпало. Вот одна из моих любимейших работ — «Чудесные колланы». Это, пожалуй, это последняя работа, и, это восхищение года, потому что я буду повторять постоянно, что это все восхитительно. Я не смотрела, не считала, но подозреваю, что эта работа самая большая законченная работа этого года. И она была очень трудоемкой, непростой местами очень простой, местами совсем непростой, но результат просто выше всяких похвал. И проработка схемы, вообще все просто я в восторге. Эту схему однажды принесла в чатик, если я не ошибаюсь, Эвелина. Мы все посмотрели, восхитились, очень многим она понравилась, а когда мы начали смотреть детали, то многие сказали: нет, спасибо. Значит, эта схема есть в 2 форматах, вот у меня круг, а есть еще она в, то ли квадрат, то ли прямоугольник, я точно не помню. Там, да, лучше входит вот эта корзиночка, вот этот пирог. Значит, почему многие от нее отказались? Здесь 59 цветов и 31 бленд. В общем-то, совсем немало, хотя работа не такая уж чтобы большая, на 150 на 150. Для меня по размерам это средняя работа, в ней 20 781 крестик. Для меня, еще раз повторю, это средняя работа,
это небольшая, хотя вот в этом году она стала самой большой, ну, если я ничего не путаю, да. Что здесь было особенно сложно? Я начала, ну, то есть я понимала, что, наверное, вот этот участок, да, он самый такой трудоемкий. Здесь есть бэк не только в 1-2, но и в 3 нити. Вот черный местами он в 3 нити. В 3 сложения, да? И так, сейчас я тут волос кошачий уберу, чтобы было лучше видно. И я вышивала его на линде. Я очень довольна результатом, потому что даже крестики, мне кажутся, здесь ровными. Обычно я вот ною, все кривое, все не так, все не так. Здесь мне нравится. Господи, что ж волос так много, мне кошечка посидела предварительно, но вы меня извините. И, в общем, да, я начала вот с этого участка, понимая, что он, наверное, самый сложный, и оставлять его на конец совершенно не стоит, потому что иначе вообще рискую я забросить работу, отшив ее сильно. Сейчас я прервусь. Так, о чем я тут говорила? Значит, я говорила, что я начала вот с этого участка, потому что понимала, что, да, мне будет очень сложно, если я это оставлю на конец. Извините, но мне было прям очень нужно это все убрать. Так вот, здесь что сложного? Помимо бэка, здесь под бэком очень частая смена цветов, смена нити, да, вот эти вот все, чтобы вот передать эту акварельность, здесь очень-очень часто меняется нить. Я не скажу, что здесь есть прям совсем одиночки, нет, одиночек нет, но меняется так прилично. Вот. Но результат, конечно, выше всяких похвал. И дальше уже я, конечно, себя еще раз хвалю, что я молодец, что я вот начала именно с этого участка, потому что здесь и бэк сложный, и крестики были непростые. Вот есть и фрузелки, что у меня руки трясутся от восхищения. Вот. И, соответственно, потом я пошла... Сделала вот эти вот участок, тоже не совсем простой, потому что тут тоже есть много смены нити, много блендов, как я уже сказала, да. Ну вот все эти пузыречки. Затем я пошла вот сюда к кукурузе, потому что она здесь уже попроще, но тем не менее тоже все... не так уж прямо и просто. Зато, когда я перешла вот к этим шикарным тыквам, как вы помните, тыквы — это моя любовь, здесь все пошло, господи, я немножко это оставлю вот там, потому что руки у меня что-то очень жарко. Значит, тыквы пошли просто на ура. Здесь тыквы действительно зашиваются уже гораздо большими участками, да, одним цветом. Ну, как прям совсем большого участка я бы не назвала, но после вот этого всего это действительно много. И просто тыквы летели, я прям отдыхала. И, конечно, этот процесс еще в Инстаграме, да что ж такое-то, еще в Инстаграме произвел некий фурор. Все спрашивают, дизайнер не то чтобы прям у всех на слуху. И, конечно, это восторг. Несмотря на всю сложность, да, вот на это количество цветов безумное, на очень большое количество блендов, оно того стоит. Я уже говорила, что мне нравятся здесь крестики. Вот, я еще расскажу, потому что это, наверное, редко от меня услышишь. В общем, это такое, да. Я и горжусь, что я ее вышила, и восхищаюсь работой дизайнера, еще раз повторюсь, что мне очень хотелось бы ее оформить, но в Аргентине оформлять ее точно не буду, потому что я, ну, во-первых, никогда здесь не оформляла, может быть, они неплохо сделают, но здесь нет такого количества вышивальщиц, здесь вообще нет вышивальщиц, да, которые оформляются, здесь есть просто по минимуму их,
И когда я спросила у опытных вышивальщиц уже очень такого преклонного поколения, они мне сказали всего одно место, где оформляют вышивки, и все они вышивают на аиде. Знают ли они, как работать с равномеркой, я не знаю, поэтому вот если бы она еще была какой-то квадратной, я бы, может быть, сама бы натянула, но поскольку это круг, я, в общем-то, и круглую раму, где я возьму, но когда-нибудь, может быть, я ее оформлю в России, потому что, конечно, эта красота должна быть на виду, если не у меня дома, то, может быть, где-то в другом месте. Вот моя гордость еще одна, мое восхищение и моя любовь. Алиса Эрмиас. Нет. Рассказывая про последнюю работу, я забыла упомянуть, что эта работа — подарок нашего дорогого хозяина чатика Оли. Я ей безумно благодарна за этот подарок. Если я вдруг кого-то еще забыла упомянуть из тех, кто мне подарил работу, я прошу меня извинить. Я всех помню, но просто когда рассказываю, что-то мне бывает сумбурно. Значит, что я хотела бы сказать? Ну вот, показав вам все свои работы, я пришла еще раз к выводу, что у меня было мало больших работ. То есть, точнее, больших работ вообще не было закончено, потому что, как я вам уже говорила, вот эта самая большая работа, я ее считаю средней работой. И было достаточно много небольших работ, и мне хотелось бы, чтобы в 2022 году было закончено в том числе и какая-то большая работа, а лучше несколько. Еще немного расскажу в цифрах, вдруг вам интересно. Я обычно не считаю крестики, я вообще первый год стала считать крестики, потому что сагу я себе купила только в 2020 году, и то не в начале года, а где-то там в апреле, в мае. Поэтому это единственный год, 2021, единственный год, когда я могу сказать, сколько я вышла за год. И вышла за год я 285 518 крестиков. Я считаю, что это много, но я уже говорила, что год был вышивальный. Из-за удаленки, да, у меня было много возможностей вышивать. Ну, я не гонюсь за какими-то цифрами, да, было бы здорово, если бы эта сумма была там до 300, но даже на следующий год я оставлю себе в планы, может быть, даже снизить эту цифру, потому что хотелось бы все-таки заниматься другими вещами. Вот, например, хотелось бы оформлять тоже хоть что-то, хотя мне и нравится именно процесс вышивки, а не оформление. Что-то иногда хочется оформить, и пусть до этого уже наконец дойдут руки. Еще немного в цифрах. 52 работы я брала в 2021 году, да, не все закончила. Я взяла печён. Ой, у меня там эти воруют булочки. Так, быстренько заканчиваю. У меня было 26 финишей, которые я вам показала, надеюсь, никого не забыла. И у меня было то ли 27, то ли 28 стартов. В общем, я несколько раз перепутала там все эти цифры, но я помню, что я последний старт, если бы я его не начинала, или последние даже 2. Если бы я их не начала, наверное, у меня все-таки 28, да. Если бы я их не начала, у меня было бы одинаковое число финишей и стартов. Но я там все что-то неправильно посчитала, и поэтому так получилось. Но в свое оправдание скажу, что из 28 стартов у меня 17 закончились финишами, это больше половины. Поэтому, в общем-то, я своими результатами года довольна. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если кто-то присоединяется, добро пожаловать. Мне будет очень приятно, если вы присоединитесь к моему каналу, будете наблюдать. И очень будет приятно, если вы оставите какие-то комментарии, расскажете, какие работы вас больше всего зацепили, что понравилось, что не понравилось, может быть, какие-то рекомендации в целом. И еще раз большое спасибо всем и каждому, кто был сегодня со мной. Всего доброго, пока! Надежды Нагорной. Алиса Эрмиас. Большое спасибо всем.